Привет, я Саша Капуста, это канал Твой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы произведем базовый спейсинг наших букв и сделаем это на примере буквы H. В текущем виде мы видим, что наши опроши достаточно неравномерные и как-то не очень удобно все это выглядит, поэтому что мы можем сделать? Мы можем их исправить, для этого нам нужно будет в верхнем поле для редактирования опроши ввести какую-нибудь цифру, какое-нибудь значение. Но иногда это бывает не очень удобно, каждый раз это все настраивать, потому что если мы вот так что-то сдвинем, у нас эти опроши изменяются, потому что кегельная площадка никуда не девается, может даже получить минусовые значения. Ну, то есть в данном случае минус 200 это на 200 юнитов в сторону. Вот, это иногда не очень удобно, поэтому если нужно по-быстрому нам предварительно накидать какую-нибудь ширину кегельной площадки и опроши, достаточно нажать на клавишу точка с запятой, и у нас произойдет автоматический спейсинг в этой группе. То есть я нажму точку с запятой, и как видите, у нас выставилось стандартное значение по 75. То есть FontLab сам анализирует размер примерный этой буквы и как вообще они обычно имеют, какие они имеют обычно опроши в конкретной букве, и примерно такие значения он и выставляет. То есть если я опять что-то изменю, ничего страшного, точка с запятой, все исправилось. Для того, чтобы понять, какое именно значение выставить нам конкретно в нашем шрифте, а не ориентироваться на автоматические значения, нам нужно поставить несколько букв рядом, чтобы почувствовать вот этот ритм, чтобы увидеть, есть ли там между ними слишком много расстояния или слишком мало. Для того, чтобы это было наглядно, я сейчас утрированно выставлю самые минимальные значения, ну, допустим, пускай это будет по 10 юнитов справа и слева. У нас особо здесь визуально ничего не поменялось, но если мы с вами включим режим текста, буква Т на панели инструментов, и я поставлю в ряд несколько букв H, я увижу, что это выглядит слишком тесно. Обычно такого не бывает. Поэтому я могу снова перейти в режим редактирования глифа и поставить здесь, например, допустим, 100. Нажимаем пробел. Что мы видим? Теперь ситуация обратная. У нас, наоборот, слишком разряженный текст. Обычно так тоже не делается. Поэтому нам нужно найти какое-то такое значение оптимальное. Нам нужно, собственно, каждую из этих комбинаций попробовать и таким образом найти золотую середину. На будущее, для того, чтобы нам контролировать расстояние между буквами, я бы вам рекомендовал ориентироваться на более кратные значения. То есть не выставлять какое-нибудь значение типа 81, 73 или еще что-нибудь подобное, а делать их кратно 10 либо 5. То есть 10, 20, 30, 40 или 10, 15, 20, 30, 40 расстояние между буквами. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы когда вы будете смотреть список всех букв и список всех расстояний между ними, и вдруг вы увидите, что среди значений, которые заканчиваются на нолик, если мы говорим про какой-то широкий шрифт, или значения, которые отличаются от 0 и 5, допустим, троечка, единичка и так далее, это, скорее всего, ошибка. Значит, нам нужно это исправить. То есть, таким образом, мы просто контролируем, не написали мы где-то случайно какую-то неправильную цифру. Поэтому в данном случае опытным путем я пришел к тому, что расстояние между опрошами, между буквами точнее, у нас равняется 55. Поэтому я выбираю любую из этих букв и ставлю здесь значение 55. Почему именно 55? Потому что визуально мне так показалось нормально. Возможно, я это изменю в будущем, поэтому сильно мы сейчас не заморачиваемся, оставляем 55, меня устраивает. Вы можете сделать как хотите, как вам будет удобно. Для того, чтобы понять, как вообще оно в массе смотрится, нам бы желательно добавить еще сюда несколько букв и даже в несколько строчек, чтобы как-то картина была более явная. Поэтому что мы делаем? Переключаемся на режим текст и добавляем немножко букв H, переключаемся на новую строчку, снова набираем H и вот так несколько штук в ряд. Можно с колесиком мыши и альтом зажатым увеличить либо уменьшить текст. Меня в принципе все устраивает, но иногда не очень удобно каждый раз переключаться на режим текст, поэтому даже находясь в режиме редактирования контура, мы можем набирать текст. Но просто если будем буквы нажимать, то у нас будут переключаться инструменты, поэтому, чтобы этого не происходило, давайте добавим специальное поле, в котором мы сможем с вами набирать текст прямо в режиме редактирования глифа. Что для этого нужно? Нам нужно открыть дополнительное поле. Жмем View, Control Bars, и здесь находим пункт Text Bar. У нас появляется вот такой, скажем так, такое поле редактирования, где мы можем делать все то же самое. Как видите, они добавляются, убавляются, цифры и буквы, точнее,
и получается у нас с вами как бы сразу все в одном. Вот. Но если, допустим, нам нужно сделать в несколько строчек, то в данном случае здесь, наверное, не получится сделать. Мы можем с вами открыть дополнительно еще вот такое боковое меню. Нажимаем сюда, и здесь у нас появляется поле редактирования текста. То есть здесь уже мы можем в несколько строчек сколько угодно копировать, опять же, не переключаясь на режим текста. Иногда это тоже очень удобно бывает. Оно автоматически у вас закроется через 3 минуты, в зависимости от того, какие у вас выбраны настройки здесь. Вот, но я пока его скрою, мне оно не нужно. То есть мы с вами можем писать текст либо здесь, как его включить, View Control Bars, текст бар, либо писать его здесь, ну, либо просто режимом редактирования текста, как в обычном текстовом редакторе. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.